Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие события произошли и что сейчас ожидать на вечерней сессии. Так, друзья, переходя к календарю событий, что сегодня у нас происходило. По Соединенным Штатам вышли очень хорошие данные индекса доверия потребителей. Это говорит о том, что, в общем-то, экономика Соединенных Штатов, она идет в авангарде восстановления. Ну и разве что только Германия или Китай могут составить ей конкуренцию. Вот эта ситуация, это еще один плюс в пользу сильного доллара, по крайней мере на текущий момент времени. Так, давайте посмотрим, что там с американскими новостями. Банки подсчитывают ущерб, зализывают раны после того, что произошло с хедж-фондом Archegos. Я так подозреваю, что ущерб будет очень большой. Эту ниточку будут долго разматывать, потому что там использовали всякие диковинные деривативы, SFD, смысл которых по сути сводился к тому, чтобы, я так понимаю, играться с волатильностью, делать ставку на рост волатильности. И там-то его и высадили. Но здесь сразу, как шли впоследствии, возникает ряд моментов. Вот уже S&P снижает рейтинг Credit Suisse. То есть здесь вполне вся эта ситуация может размотаться к тому, что какие-то крупные банки начнут сыпаться. Так, что касается ОПЕК и потребления нефти. ОПЕК пересматривает в сторону снижения прогноз по мировому спросу на нефть. Но здесь на самом деле палка о двух концах. Потому что чрезмерное сокращение добычи, которое связано с негативными ожиданиями, оно будет приводить к обратному эффекту, периодическим всплескам в стоимости. Но и здесь такой момент есть очень интересный, который заключается в том, что потребление нефти зависит от скорости восстановления мировой экономики. А восстановление зависит от того, насколько быстро окончательно пройдет ковид. И поэтому сейчас то, что происходит с вакцинированием, если здесь будет успешно проведена вакцинация больше половины населения Земли, по крайней мере, всех развитых стран, то вполне возможно, что действительно эпидемия, если даже и не сойдет на нет, то она придет к своему логическому завершению, и, соответственно, это вызовет рывок, это вызовет порыв, который уже на начале ожиданий, соответственно, значительно увеличит спрос, либо текущий спрос на нефть, либо предполагаемый спрос на поставку нефти. Я думаю, что в конце этого года мы можем увидеть такие сподвиги уже где-то в сентябре-октябре. Но здесь много рисков, которые могут свести все на нет. Так, друзья, следующий шаг. МВФ готовится пересмотреть прогноз мирового экономического роста. Благодаря налогово-бюджетному стимулированию, а также благодаря вакцинированию, предполагается, что рост будет происходить более энергично. С моей точки зрения, давать сейчас позитивные какие-то прогнозы преждевременно, потому что вот сейчас до конца года будет ряд точек, которые могут послужить обвалом и разворотом. Почему я считаю, что вот эти все позитивные прогнозы по поводу того, что надо пересмотреть в сторону большего роста, это ерунда. На то есть ключевые причины, которые заключаются в том, что подобные заявления, они могут привести к преждевременному сворачиванию мер помощи и поддержки, которые предоставляются, а это приведет сразу, но если даже не к обвалу, то достаточно ощутимому коррекционному откату на фондовых рынках. И второй момент, который заключается в том, что лучше быть готовым к худшему, потому что тогда позитивный исход окажет более положительное воздействие на настроение людей, на их умы, на их сердца, и, соответственно, экономические ожидания. Когда начинается преждевременное завышение подобных вещей, с моей точки зрения, это, скорее всего, приведет к какому-то не очень позитивному сценарию. Потому что, опять же, во-первых, есть вопросы по скорости вакцинирования. Во-вторых, как мы с вами видим, на примере того, что произошло с корейским хедж-фондом, когда бросают камень, начинают идти сильные круги, и таких кругов будет больше, они будут возникать из разных мест.
плюс риск галопирующей или гиперинфляции, который связан с тем, что растут издержки и не восстанавливаются надлежащим образом логистические цепочки. И поэтому, с моей точки зрения, давать позитивные прогнозы сейчас преждевременно. Лучше их оставить такими, как есть. И если все будет хорошо, это будет дополнительный бонус. Так, ну и вот такая интересная новость. Суд отклонил кассацию трейдеров по иску к Мосбирже. Речь здесь идет о том, что трейдеры предъявили претензию по поводу отрицательных цен на нефть. Ну и соответственно, что это вызвало колоссальные большие потери. Я вот свою точку зрения на этот счет обозначал, что есть, скажем так, определенные вещи, которые они по умолчанию де-факто должны быть. То есть, как актив имеет положительную стоимость. Если возникает какой-то сбой, какая-то несуразица, какое-то отклонение, которое в силу технических причин или в силу того, что система она не может сбалансированно работать, то, соответственно, этот риск целиком и полностью ложится, с моей точки зрения, на бирже и на центральных контрагентов, которые работают при бирже и которые осуществляют клиринг и взаимные расчеты. Вот, поэтому, по моему глубокому убеждению, вот эта ситуация с отрицательными ценами на нефть, она должна была быть полностью компенсирована со стороны торговых площадок и центральных контрагентов, обслуживающих, в пользу тех трейдеров, как физических, так и юридических лиц, которые попали в эту ситуацию. Потому что биржа, она дает гарантию того, что сделки будут протекать законно и будут протекать разумно. Отрицательные цены – это неразумное протекание. И с моей точки зрения здесь как раз тот риск, который несет то место, где происходит расчет, оно должно полностью ложиться на него. Как в Российской Федерации, так и в Соединенных Штатах, так и в Германии, так и во Франции. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Baltic Dry сегодня замер, снижаться он не хочет, а ему надо бы все-таки просесть. Так, далее немецкий фондовый индекс сегодня улетает в космос. Но я думаю, вот вообще из всей этой истории, вот есть у меня такое предчувствие, в прекрасном новом мире постковидном Германия, ее роль и в экономике, и вообще она значительно увеличится. Так, друзья, далее NASDAQ давно не рассматривали, но здесь у нас ситуация достаточно, скажем так, интересная, потому что 12900, 12850, вот здесь у него диапазон есть. Если вот этот диапазон не будет пробит, то здесь у нас ожидает коррекционный отскок. Цель этого отскока – движение на 13360, вот сюда, вот к этому значению. Если он пробивается, то мы летим тестировать вот это двойное донышко, которое в районе 12400. Так, далее S&P, SFD на фьючерс, S&P, здесь 4-часовой таймфрейм, идет просадка, несмотря на позитивные данные по ожиданиям потребителей. Но на самом деле здесь ничего такого страшного нет. Он находится в консолидации. У нас, соответственно, 3940. Вот здесь нижняя граница, сильная поддержка. Если она сегодня-завтра с утра не пробивается, у нас отсюда идет возвратное движение. Цель этого движения сходить на 3990 вот сюда вот. Если здесь мы получаем пробой вот этого диапазончика 3940-3930, то у нас цель движения, ну сначала это будет 3920, но я думаю здесь пойдет более глубокий коррекционный откат. Цель этого отката будет 3890. А вообще, конечно, ему бы куда-то вот сюда вот сходить на 3750, зарядиться положительной энергией и после этого продолжить пытаться карабкаться наверх. Так, друзья, далее VIX, который наше все последнее время. Потому что как раз именно VIX, он определяет все эти колебания и все эти ужасы, крушения хедж-фондов. Любят они VIX, и в той или иной степени они, ну, на самом деле, очень многие выигрышные стратегии, они рассчитаны на движение в диапазоне. То есть то, что называется консолидация, отбои от уровней. Вот, соответственно, то есть отсюда возникает вполне как бы логическое изыскание, что почему бы, допустим, не играть с какой-то величиной, которая все время колеблется.
Ну, в общем, тут волатильность это то, что колеблется все время, особенно последнее время. Посмотрите, вот здесь фактически как бы напрашивается решение купить внизу, продать там в районе 30 или 35. Но одно дело, когда вы совершаете покупку на 10 тысяч долларов, и другое дело, когда на 20 миллиардов. На текущий момент по ВИКСу идет движение. Вот здесь у нас консолидация новая сформировалась. Это 18,7, 22. Соответственно, ждем, когда будет пробитие 22. После этого весьма вероятно очень быстро разовьется движение, цель которого будет 27,5-28. Да, может произойти и возвратное движение, пробой вот этого значения 18,7 и движение на 17,15. Но я полагаю, это движение будет молниеносным, и он там не задержится. Ну, реально, как бы, столько всяких рисков, что я вот не вижу никаких оснований для снижения волатильности, кроме как кого-то высадить и потом загнать ее повыше. И вы знаете, я думаю, что вот тот кризис, который может произойти, или во всяком случае рисование W-образного второго дна, оно как раз будет связано именно с тем, что какой-то хедж-фонд заиграется в волатильность. Вот, опять же, здесь речь идет не о том, что он будет покупать фьючерсы и опционы, есть другие более изощренные инструменты, которые позволяют делать косвенную ставку на то, что волатильность будет расти. И я так подозреваю, вот сейчас как раз здесь не начинается рост и отскок, именно потому, что после высадки крупного игрока кто-то пытается набрать позицию в долгую для того, чтобы сходить наверх. Вот. Но все мы с вами знаем, что когда кто-то что-то очень активно закупает, если это принимает массовый характер, то это приводит к тому, что этого кого-то начинают массированно высаживать. И поэтому я не исключаю, что будет какой-то задерг, еще один очень сильный вниз по ВИКСу. Как раз будут высаживать тех, кто здесь тщательно набирал позы, ожидая движения на 28 или 35. Так, друзья, далее нефть Brent, часовой таймфрейм сразу ставлю, не будем углубляться здесь в дневку и недельку. Соответственно, сейчас идет разворот, отбой от уровня 63.5, который не был пробит сегодня. И поэтому весьма вероятно, что сегодня либо завтра с утра мы получим движение, цель которого будет 65. Вот этот отскок, который здесь сформировался, он не сработает, если произойдет откат и пробитие 63.3, 63.5. В этом случае нефть пойдет ниже, и цель движения скорее всего составит 61.6. Если такого пробоя не будет, нацелено все на движение на 65. Так, друзья, далее золото ставлю дневной таймфрейм. Ну, при таком растущем индексе доллара золото его валить просто обязаны. И на текущий момент у нас сформировалась ситуация, когда вот здесь вот либо будет сейчас коррекционный отскок, сегодня-завтра. Цель этого отскока будет потестить 1700. Если такого отскока не происходит, то вот у нас на горизонте маячит 1612. На текущий момент по золоту сформировались хорошие условия для краткосрочного отскока, это часовой таймфрейм. Цель отскока это как раз 1700, вот сюда вот первая цель. Но надо понимать, что если индекс доллара идет в рост, а у него на горизонте ближайшем цель 94, ее добить, то соответственно золото оно находится в нисходящей траектории движения. Короткий задерг может вот этот произойти на 1701-1705, но в том случае, если индекс доллара продолжит рост, ни о каком задерге здесь речь не идет. Сейчас, я думаю, от золота целесообразно воздержаться, потому что, несмотря на очень хорошие здесь разворотные формации, то, что индекс доллара продолжает рост, я думаю, здесь ему могут не оставить шансов на отскок, и оно может продолжить снижаться. Потому что есть цель 1612. Так, друзья, далее евро-доллар. Ну, смотрите, здесь из-за того, что происходит, те процессы, сильные данные по Соединенным Штатам, по потребительским ожиданиям, все это в совокупности, оно не в пользу евро. Вот. Но с другой стороны, есть плюс. Это ясность, потому что 1700-1675 это как раз те значения, те уровни, от которых может возникнуть коррекционный отбой и попытка отскока на 1775.
Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Но здесь у нас, видите, как красиво идет игра в диапазоне. Отбой от 76,2. И, соответственно, сейчас развивается движение, цель которого по тесте 75,52, если этот разворот сейчас будет подтвержден. Это 4-часовик. Так, ну и здесь вот у нас часовик. В ближайшее время, если будет пробой уровня 75, 85, 75,8, то мы сегодня либо завтра с утра сходим, цель движения будет 75,7. Вот сюда, вот на это значение. Если сейчас вот этот пробой не происходит, отсюда возникает отбой, и цель этого отбоя повторное тестирование 76,2. Так, друзья, ну вот в индексе РТС, фьючерс июньский, интересная картина. Сейчас здесь вот должен произойти пробой диапазона 144 тысячи, 144 250. И после этого пробоя будет ближайшая цель движения 145 400, 145 500. Возможно, этот пробой произойдет сегодня, может быть завтра с утра. Соответственно, эта идея не срабатывает, если происходит коррекционный откат и пробитие 143 тысячи. Вот 143 тысячи, если пробиваем, то прямо вот летим на 140 500. Друзья, ну в общем-то все, основные инструменты. Спасибо за внимание. Успешных торгов, до свидания.